Уведомление пришло словно из ниоткуда. Ти начал прямую трансляцию. В считанные секунды миллионы армий по всему миру поспешили присоединиться, их сердца забились от волнения. Жизнь Тэхёна всегда была непредсказуемой, иногда хаотичной, иногда тихой, но всегда полной тепла. Он появился на экране со слегка взъерошенными волосами, в мягком бежевом свитере, который делал его безупречно идеальным. Его голос был нежным, но полным озорства. «Аньон, давно не виделись, да?» — улыбнулся он, помахав в камеру. Поклонники заполонили чат сообщениями. Сердечки летали по экрану. Но затем он сделал то, что взбудоражило всех. Он полез под стол и вытащил небольшую, красиво упакованную коробочку. «Это, — тихо сказал Тэхён, поднося ее к камере, — то, что я привез из Парижа». Он повертел коробку в руках, словно это была самая драгоценная вещь, которой он владел. «Но это не для меня», — добавил он с загадочной улыбкой. «Это для кого-то очень особенного». Комментарии взорвались. «Это для Чонгука? Ни за что, подарок из Парижа? Тэхён, прямая трансляция, пожалуйста!» Тэхён усмехнулся, глядя на хаос в чате, но не ответил. Он просто сказал «Скоро увидишь». А затем, ко всеобщему удивлению, его телефон завибрировал, и на экране появилось имя Чонгук И. Он ответил на звонок. Раздался голос Чонгука, мягкий, но игривый. «Ты сейчас в прямом эфире?» Тэхён улыбнулся в камеру. «Да, Чонгук И, хочешь присоединиться?» Повисла небольшая пауза. Затем Чонгук рассмеялся, тем самым смехом, который мгновенно заставил всех зрителей растаять. «Дай мне 5 минут», — сказал он, прежде чем звонок закончился. Фанаты сошли с ума. «Он идет! Жить снова вместе!» Тэхён откинулся назад, выглядя одновременно взволнованным и нервным. Его пальцы нежно провели по ленточке маленькой коробочки. 5 минут спустя раздался звонок в дверь. Как только Чонгук вошел в комнату, зрители в прямом эфире закричали в комментариях. Сердечки, плачущие эмодзи и сообщения заполнили экран быстрее, чем кто-либо мог прочитать. Чонгук был одет в простую белую рубашку и черные спортивные штаны, но каким-то образом он выглядел так, будто только что сошел с обложки журнала. Его волосы были слегка влажными, словно он только что выбежал из душа. «Аньон», — мягко сказал Чонгук, махнув в камеру. Тэхён усмехнулся, глядя на хаос в чате. «Ты успел за 5 минут? Впечатляет!» «Я бежал», — признался Чонгук, смеясь. «Ты сказал, что это важно». Тэхён кивнул. «Так и есть». Он снова поднял маленькую коробочку, теперь осторожно держа ее между ладонями. «Это для тебя». Чонгук моргнул. «Для меня?» «Из Парижа», — просто ответил Тэхён. Воздух внезапно стал тяжелее. Не грустнее, а нежнее. Даже через экран телефона миллионы фанатов, которые наблюдали за ними, чувствовали это. Чонгук сел рядом с ним, его плечи почти соприкоснулись. «Тебе не нужно было ничего мне дарить, Хьон», — тихо пробормотал он. «Я хотел», — искренне сказал Тэхён. «Ты много работал в последнее время. Я видел твои расписания, твои записи. Я просто хотел принести что-нибудь, что напоминало бы мне о тебе». Чонгук долго смотрел на коробку, а затем начал медленно ее разворачивать. Мягкий шелест бумаги наполнил комнату. Внутри был серебряный браслет-цепочка. Простой, элегантный, но с маленьким подвесом в форме полумесяца. Чонгук замер. «Это...» – прошептал он. «Ты вспомнил?» Тэхён слабо улыбнулся. «Конечно. Ты как-то сказал, что луна успокаивает, так что я подумала, что и это тоже может». Чонгуку сжалось горло. Его глаза заблестели в свете. «Ты невероятный, Хён». Он посмотрел на Тэхёна, и между ними пронеслось что-то невысказанное. Мгновение тишины, словно биение сердца, растянувшееся на целую вечность. Затем Чонгук внезапно наклонился вперед, крепко обняв Тэхёна. В тот момент, когда руки Чонгука обняли Тэхёна, весь мир словно остановился. Ни слов, ни музыки, только тишина.
та, которая отдавалась эхом громче любого звука. Тэхён замер на мгновение, затем его руки медленно поднялись, мягко опустившись на спину Чонгука. Он чувствовал ровное дыхание Чонгука, слегка дрожащее, неровное, словно тот пытался сдержать слезы. Комментарии взорвались. «Это правда? Чонгук обнимает Тэтю на прямом эфире? Мое сердце тает. Они такие мягкие». Тэхён тихонько усмехнулся, уткнувшись в Чонгуку в плечо, хотя его собственный голос звучал немного дрожащим. «Ты опять доведешь армию до слез», — пробормотал он. Чонгук не отпускал его. Его голос был еле слышен, почти скрыт свитером Тэхёна. «Я скучал по тебе, Хён». У Тэхёна перехватило дыхание. Он не ожидал этого. Ни в прямом эфире, ни перед миллионами. Он нежно сжал плечо Чонгука. «Я тоже скучал по тебе, Куки». Объятия длились дольше, чем кто-либо ожидал. Каждая секунда казалась вечностью, чем-то хрупким, чем-то понятным только им двоим. Когда они наконец отстранились, глаза Чонгука блестели. Он тихо рассмеялся, смущенно вытирая их. «Прости, я не хотел расчувствоваться». Тэхён нежно улыбнулся. «Ты не плачешь, просто слишком ярко сияешь». Чонгук издал водянистый смешок, покачав головой. «Ты все еще такой же манный, Хён». «Как всегда», — гордо ответил Тэхён. Затем Чонгук снова поднял браслет, позволив подвеске замерцать под светом. «Он идеален», — прошептал он. «Я буду носить его каждый день». И вот так он надел его на запястье, и серебро заиграло в теплом студийном свете. Снова посыпались комментарии. «Лунный браслет! О, не оба плачут! О, ты Кук настоящий, а я не в порядке!» Тэхён рассмеялся, увидев сообщение. «Арми, вы слишком драматизируете», — поддразнил он. Но глубоко внутри в груди разливалось тепло, что-то мягкое, неописуемое. Видя, как Чонгук так улыбается, видя, как браслет сияет на его запястье, он словно наблюдал за воспоминанием, которое рождается в реальном времени. Внезапно Чонгук снова повернулся к нему. Его лицо стало серьезным. «Можно кое-что рассказать, Хён?» Тэхён кивнул. Чонгук на секунду замешкался, прежде чем заговорить. Его голос был тихим и искренним. «Когда ты был в Париже, я все время смотрел твои фотографии. Ты выглядел таким счастливым, но почему-то я скучал по тебе еще больше». Тэхён моргнул, застигнутый врасплох. Чонгук мягко улыбнулся. «Поэтому, когда ты сказал, что принешь мне что-то, я подумал, что ты шутишь. Но это очень много значит для меня, Тэхён. Правда». На мгновение разговор замедлился, как будто даже фанаты могли почувствовать нахлынувшие эмоции через экран. Взгляд Тэхёна смягчился. Он с легкой улыбкой сказал: «Тогда, наверное, поездка стоила того, потому что теперь ты снова улыбаешься». Чонгук усмехнулся, и на его щеках появились ямочки. «Ты всегда это умеешь». И на долю секунды они просто смотрели друг на друга, без слов, смеха, лишь красноречивая тишина. Внезапно дверь в комнату распахнулась. В комнату заглянул один из сотрудников. Тэхён моргнул. «А, мы в прямом эфире! Извините!» – быстро сказал он, смеясь. Чонгук тоже рассмеялся. «Кажется, мы забыли». Напряжение спало, сменившись чистой радостью. Тэхён наклонился ближе к камере и спросил: «Арми, вам понравился сюрприз?» Разговор снова взорвался. «Лучший прямой эфир. Ты Кук, момент года. Я плачу в 4К». Тэхён усмехнулся, взглянув на Чонгука рядом с собой. Ему понравилось. «Это все, что я хотел». Чонгук твердо кивнул. «Более чем понравилось, Хён. Никогда этого не забуду». Их глаза снова встретились, мягкие, честные и сияющие под светом. Это был не просто подарок, это было напоминание, тихий способ сказать «я думал о тебе». И хотя миллионы смотрели, в этот момент мне показалось, что в мире всего двое. Прямой эфир закончился почти час назад, но мир отказывался двигаться дальше. Твиттер, Инстаграм, ТикТок – каждый уголок интернета был охвачен огнем. Видео с дрожащей улыбкой Чонгука и тихим смехом Тэхёна были повсюду. Хэштеги «Тэхён Лайф», «Парижский подарок» и «Лунный браслет» стали мировыми трендами в считанные минуты. Арми писали: «Я никогда не видела ничего настолько чистого». Эти объятия были не просто дружбой, они были утешением. Но в отдалении от хаоса, в тихом общежитии, царила умиротворяющая атмосфера. Камеры были выключены, свет приглушен. Тэхён все еще сидел на диване, его телефон без конца вибрировал от уведомлений.
Чунгук сидел рядом с ним, просматривая фанатские посты и тихо смеясь. «Они быстрые», — сказал Чунгук, показывая ему клип, где кто-то уже добавил фоновую музыку и эффекты замедленной съемки к их объятию. Тэхён рассмеялся, покачав головой. «Они слишком мощные». Но когда смех утих, Чунгук посерьезнел. «Хён», — начал он, — «можно тебя кое о чем спросить?» Тэхён прогурчал. «Угу». Чунгук коснулся браслета на запястье. Серебряный кулон слабо мерцал в теплом свете. «Почему луна?» Тэхён на мгновение замолк. Его взгляд смягчился, отражая что-то далекое. Тэхён долго смотрел на него, прежде чем ответить. Тихий ночной гул заполнил пространство между ними, мягкий и хрупкий. «Когда я был в Париже», — начал медленно он, — «была одна ночь, когда я не мог спать. Город сиял, но почему-то было одиноко. Я вышел на балкон, и луна была прямо там, огромная, серебряная и умиротворяющая. Помню, я подумал, кажется, Чунгуку это понравилось бы». Взгляд Чунгука смягчился, его губы изогнулись в легкую, тихую улыбку. Тэхён продолжил. «Ты всегда был каким, понимаешь? Ярким, но спокойным. Всегда в движении, всегда выкладываешься по полной, но в тебе есть что-то неподвижное, что напоминает мне луну. Даже когда ты далеко, люди чувствуют твое тепло. Я тоже». На секунду Чунгук замолк, его пальцы коснулись маленького полумесяца на запястье, глаза мерцали в тусклом свете. «Это прекрасно, Хён». Тэхён слабо улыбнулся. И вот когда я увидел это в маленьком антикварном магазинчике возле сены, я сразу понял. Дело не было в цене или бренде, просто это показалось правильным, как будто оно ждало тебя. Чунгук быстро моргнул, пытаясь скрыть эмоции во взгляде. «Ты всегда говоришь такие вещи, от которых трудно не заплакать», – прошептал он с легким смешком. Тэхён тихо усмехнулся. «Тогда не сдерживай себя. Чувствовать – это нормально». Повисшая тишина не была неловкой. Она была полна благодарности, воспоминаний, невысказанных вещей, которым не нужны слова. Город снаружи спал, но внутри этого тихого общежития между ними снова расцветало что-то нежное. Через некоторое время Чунгук откинулся назад, глядя на Тэхёна с тем знакомым блеском в глазах. «Знаешь, раньше я думал, что луна одинока, но, может быть, это не так? Может быть, она просто ждет, когда кто-нибудь поднимет на нее глаза?» Тэхён слегка повернул голову, изучая его. «Может быть, она ждет тебя», — тихо сказал он. Чунгук улыбнулся, настоящей беззаботной улыбкой, которая коснулась его глаз. «Тогда я продолжу искать». Они еще немного посидели, лунный свет слабо проникал сквозь занавески, отражаясь от серебряного браслета, мерцавшего между ними словно тихий свет. И хотя никто этого не видел, этот момент казался вечным, простым, безмолвным и полным всего того, что они никогда не говорили вслух. Снаружи дышал город. Внутри мир был спокоен. И где-то между смехом и тишиной, между Парижем и Сеулом, между двумя сердцами, которые годами шли по одной дороге, таилось что-то прекрасное. Это уже не просто прямая трансляция. Это стало воспоминанием, обещанием, скрепленным под одной луной.